если идеальный треугольник – это точка в мировом яйце, то материальный треугольник тогда что это? Мировое яйцо символизирует проявленную Вселенную с идеальным треугольником или точкой, зародышем или мыслью, которая и разовьется в проявленную Вселенную. Так идеальный треугольник становится материальным. Идеальный треугольник – точка в мировом яйце, в которой есть будущий зародыш. Когда луч пронзит его, то точка или трое дадут первое проявление, то есть станут материальным треугольником, который способен дать двойственность каждого из трех составляющих. Как космос возникает и из, и внутри? Космос разворачивается из и внутри одновременно, подобно почке лотоса. Космос – это божественная мысль, ее первое излучение, которое возникает из безграничного пространства, из света, который распространяется и заполняет все пространство, и внутри, откуда произойдет излучение. Поэтому из – это свет, внутри которого луч. Если свет и луч равны при первом действии, когда свет роняет одинокий луч, то как впоследствии происходит их взаимодействие? Просветленное сознание светом роняет творческий луч в проявленной Вселенной, в данном случае в плотном мире. На Земле одно вытекает из другого. Свет и луч равные при первом действии. Они дают дифференциацию или дискретность бытия для того, чтобы по окончании или завершении великого цикла слиться вновь воедино. Свет как источник движения луча, луч как беспредельная возможность для каждого сознания преобразиться в свет. Таково их взаимодействие. Тот свет – первый непроявленный логос. А когда свет станет проявленным логосом? Тогда свет становится лучом или проявленным логосом. Свет, да, как первый непроявленный логос. Он роняет луч, и падающий луч в лоно матери означает разум, который оплодотворяет хаос. Плод этот – это мощь вселенская, мощь разумная. Проявленный логос возникает тогда, когда божественная мысль становится космосом. Если луч есть мысль или разум, который оплодотворяет хаос, тогда в человеке мысль что оплодотворяет? Человеческая мысль также оплодотворяет хаос собственных стихий, эмоций и приводит их к равновесию или миру. Мысль в человеке оплодотворяет его действия. Какова мысль, таковы и действия. Оплодотворение яйца происходит до его выпадения. Куда оно падает и что происходит потом? Плод развивается также изнутри наружу, подобно почке лотоса. Это аллегория символизма. Птица Калахамса роняет яйцо в пространство, которое становится Вселенной. Здесь интересна мысль, что вначале наступило оплодотворение этого яйца, и только потом свершилось его выпадение в пространство абсолютное. То есть наступит срок, когда в этом пространстве возникает космос. Какова продолжительность этапа оплодотворения? Этап оплодотворения – мгновение относительно вечности. Этап оплодотворения определен системой семеричности, 7 вечностями. На семинаре говорили о соответствии стихий, рас, кругов и человека. Но интересно узнать о сроках, когда наступит это непроявленное, 5, 6, 7. Тогда, когда 4, 5 и 7 соединятся в 6. Когда наступит век Крита, век чистоты, тогда разум или 5 станет божественной мудростью или 6, и материальное абсолютно одухотворится или станет 7. Это огромные циклы по продолжительности, но сознание имеет возможность в краткий миг стать 5, 6 и 7 и достигнуть состояния нирваны,
когда произойдет полное развитие всех возможностей, заложенных в человеческом организме. Тогда может произойти полный отказ от всего личного во имя истины. И тогда луч пронзает сознание. Идея о том, что ответвление второго луча за пределы окружности явлено необходимостью закона, очень интересно и многое поясняет. Можете рассказать подробнее, как это происходит? Как пример выхода из колеса сансары будет то, что является светом или будхи, мудростью, вечно непознаваемой сущности вещей. И когда мудрость просветляет сознание, то человек выходит за пределы колеса иллюзорного восприятия бытия. Так беспричинная причина зароняет первопричину, которая в свою очередь становится причиной выхода из колеса сансары. Выйти за пределы для того, чтобы ассимилироваться с противоположной энергией, с новой энергией. Две противоположные энергии должны слиться, и только тогда произойдет рождение или проявление третьего, что есть зародыш или сын, свет, мысль, космос. То есть для того, чтобы заложить причину, необходимо две силы. Их можно назвать как угодно: отрицательная и положительная, мужская и женская энергия, центростремительная и центробежная. Соединяя две противоположности, появляется возможность, как потенциальность, даже в самом начале строения Вселенной, когда второй луч выходит за пределы собственного пространства. Тем самым он ассимилируется с новой энергией противоположной и определяет будущую потенциальную силу соединения. Постоянная эволюция и движение жизни в символизме, о котором говорили на семинаре, как о самооплодотворении, воскрешении, создании, разрушении и обновлении, действует во всей Вселенной, а в человеческой эволюции также происходит. Согласно возрастной психологии, точно так же происходит и с человеком. Сила Танха вызывает к рождению за 48 лет до рождения силами Сана в 33 года, сила Капилы, и за 18 лет до рождения Санат Суджата являются троицей сил Кумар эзотерических. Затем вступают следующие иерархические силы экзотерических Кумар: Санат Кумара, Сананда, Санака и Санатана. Символизм заложен в таких значениях: самооплодотворение, воскрешение, создание, разрушение и обновление. Заметьте, их 5. 5 – это символ разума, высшего манаса. Значит, первое – самооплодотворение, когда происходит возврат к себе истинному, и человек становится духовным. Второе – воскрешение. Человек воскрес или стал крестом, то есть светом. Третье – создание, когда создается причинное тело человека разумного. Четвертое – разрушение. Разрушается низкое проявление в свете высшего. И наступает пятое – обновление, новый цикл, то есть новый мир, который грядет в доспехах новых лучей. Вы сказали, что вечное яйцо – это сконцентрированная беспредельность. Как может ограниченная быть беспредельностью? Это сконцентрированное или ограниченное в своей беспредельной сути в субъективной возможности отразить беспредельность. В этом и есть суть вселенского яйца. Отражение Абсолюта есть абсолютный свет. Это абсолютное пространство. Сконцентрированная беспредельность не есть ограничение, а лишь определение места в этом абсолютном пространстве, в котором начнется эволюция. Можно ли провести такую аналогию? Девственное яйцо – потенциальность будущей Вселенной, вечное яйцо – ноумен будущей Вселенной, а мировое яйцо – феномен Вселенной. Да, такая аналогия может быть приемлема. Вечное яйцо – это пространство в состоянии лаи. Девственное яйцо – микрокосм, который есть прототип макрокосма. Мировое яйцо – это фокус, дифференциация, которая сгущается в мировое яйцо и становится семеричным, как мир. А феномен Вселенной есть человек.
А как можно охарактеризовать золотое яйцо? Золотое яйцо – жизнедатель или Солнце Солнечной системы, центр планетарной и лунной системы. Золотое яйцо возникает тогда, когда оплодотворение свершилось, и зародыш становится мировым яйцом. Он в себе содержит золотое яйцо, которое демонстрирует мощь Вселенной в ее семеричности. Чем? 7 элементами. Какую функцию в данной интерпретации играет зародыш? Зародыш есть мысль-идея, будь то суть первый логос, второй логос и третий логос, или девственное яйцо, вечное яйцо и мировое яйцо, совокупность 3 миров, которые явлены в человечестве. Зародыш имеет свойство становиться периодичным, то есть не вечным. В этой периодичности заложена беспричинная причина как предвечность, первопричина как источник вечности и причина появления самого зародыша. Является ли одинокий луч, который роняет свет в глубину лона матери, логосом? Одинокий луч, о котором говорится здесь, можно назвать панфахат, парафахат, джью, фахат, джива, прана. И в каждом мире или плане это единый луч, троичен по сути и един по факту, ибо это движущая сила жизни. Одинокий луч не роняет свет. Это свет роняет одинокий луч, и в этом падении только еще становится 7. А логос – это то, что уже имеет эту семеричность. На семинаре говорилось о массе луча и массе света. Но ведь на плане духа вне форм никаких форм не существует. Тогда описание процессов, происходящих на этих планах, это потенциальность? Потенциальность, которая подразумевает номинальность и феноменальность в ее отвлеченности. Масса – это понятие не только физическое или науки физики, но и философское или как социальное явление в обществе. Масса в культуре, масса в образовании. И каждое из этих направлений имеет свои нюансы. В контексте данного периода, когда происходит смена состояния пространства из беспричинности в причину, луч один или одинокий, потому что он стал равен свету или всему пространству. Это главная мысль и открытие соответственно этому явлению. Свет роняет луч, так как он стал равен по массе или объему самому свету и имеет полное идеальное отражение. И только поэтому он имеет силу проникновения пронзить зародыш. Станции Дзян запечатлены в символах. Символы хранят сущность великого мироздания. Символы как знамена, к которым могут сойтись воины, чтобы узнать приказ. Приказ как любовь к абсолютной истине.